Всем привет! В этом видео проверяем катушки зажигания. Немного о катушках зажигания. Катушка зажигания — это второй элемент в последовательной системе зажигания двигателя автомобиля. Работа катушки зажигания схожа с функциями трансформатора и основана на преобразовании низковольтного напряжения от аккумуляторной батареи в высоковольтное напряжение, генерируемое для свечей зажигания, вследствие чего происходит воспламенение воздушно-топливной смеси. Часто встречающиеся признаки неисправности катушек зажигания — это неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу, провалы двигателя при резком открытии дроссельной заслонки, загорелся чек, отсутствие искры. На примере этого двигателя я вам покажу, как проверить катушки зажигания. Итак, нам необходимо снять накладку. Уберите ее в сторону, чтобы она вам не мешала. Теперь нам необходимо снять вот эти вот крепления. Используйте вот такой вот инструмент. Дальше он нам пригодится для съема катушек зажигания. Высвобождаем высоковольтные провода. Дальше подковыриваем катушку зажигания и достаем ее. Итак, следующую катушку зажигания аналогично. Я достал все катушки зажигания и расположил их вот таким вот образом. Теперь нам необходимо снять катушку зажигания с провода. Вот крепление, вот там вот язычок. Необходимо нажать вот на это крепление и высунуть катушку зажигания. Сейчас я это сделаю. Вот таким вот образом. Обращаю внимание, вот видите, крепление на катушке зажигания, а вот сам язычок. Видите, я на него надавливаю, он ходит. И так мы делаем со всеми оставшимися катушками зажигания. После того, как я снял катушки зажигания, я их расположил по номерам цилиндров. В первую очередь мы проверяем катушки зажигания на предмет трещин. Итак, мы проверяем каждую катушку зажигания. Дальше мы проверяем катушку зажигания вот по этому смотровому окошку. Вот оно. Чтобы оно не было черное. Итак, каждую катушку зажигания. Также обращаю внимание на то, что катушка зажигания не должна быть в масле. Вот здесь, если будет масло на катушке зажигания, то вот видите, вот это вот кольцо резиновое, то это кольцо пропускает масло, и масло попадает на катушку зажигания. Вам необходимо заменить свечные кольца, ну и соответственно заменить резинку блока крышки, так как возможно она у вас тоже подтекает.
Дальше, если после визуального осмотра вы не обнаружили причин неполадок, вам необходимо обратить внимание на то, что катушка зажигания не должна греться, она должна быть абсолютно сухая. Вам необходимо взять мультиметр и проверить сопротивление на обмотках катушки зажигания. Вот на эти вот контакты. Итак, на всех катушках зажигания. После того, как вы проверите катушки зажигания, если обнаружили неполадку, то замените катушку зажигания. После того, как вы проверили катушки зажигания прибором, мы их будем устанавливать. Необходимо каждую катушку зажигания поставить на место крепления вот таким вот образом, защелкнуть его, вот оно защелкнулось, и так далее все катушки зажигания в аналогичном порядке ставим. Я поставил 4 катушки зажигания на свои места. Покажу вам, как необходимо это делать. Берете катушку зажигания и до характерного щелчка нажимаете на нее. Вот, катушка зажигания встала на свечу. Теперь вот эту. Вот. Дальше мы застегиваем силовые провода, берем, надеваем защиту двигателя, ставим ее на место. Если для вас это видео было полезным, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!